Друзья, добрый день. Продолжаю пересматривать концерт. Ну, конечно, не целиком уже, выборочно тот концерт, который мы все с вами видели 16 января, Димаш Digital Show. И чаще всего я стал возвращаться к песне Амир Отар, если я правильно произношу, поправьте, если вдруг не так. Песня, которая меня зацепила сразу же, с первых аккордов, с первого же визуального контакта. Я думаю, что многие из нас посмотрели этот концерт. Если вы его еще не посмотрели, то до сих пор это можно сделать, приобрести билет. И я ссылочку оставлю в описании к этому видео. И 31 января этот концерт будет опять исполнен на бис, опять будет работать чат в живом эфире, и будут потом ответы, Димаш будет отвечать на наши вопросы, у кого есть специальные билеты. И возвращаясь к этой песне, я все ждал с нетерпением перевода, потому что по первому ощущению для меня эта песня была о смысле жизни. И когда я прочитал первые переводы, а я их уже прочитал несколько версий, я понял, что я совершенно четко понял тот посыл, который Димаш закладывал в эту песню. Это действительно песня о смысле жизни. И я прочитал много уже версий этого перевода, но больше всего мне понравился перевод одного из моих подписчиков. Давайте я вам сейчас его зачитаю. Перевод Жанны Васендиной. Мне он понравился больше всего. Я хочу с вами поделиться. Это, конечно же, художественный перевод. Это не прямой перевод с казахского, но смысл совершенно точно оставлен и донесен Жанной. «Жизнь проходит», звала она этот перевод. Кстати, если вы вдруг еще не посмотрели эту песню, или если вы хотите освежить в памяти эту песню, вот сейчас прям нажмите на паузу и посмотрите эту песню, я подожду, и потом мы с вами уже обсудим ее. Ну что, посмотрели? Теперь давайте к переводу. Итак, Жанна Васендина сделала свой перевод, назвала «Жизнь проходит». И давайте к тексту. Сладкое беззаботное детство, счастьем наполненные дни. Как ни старайся, не вернешь. Не покорится судьба, так не бывает. Эти дни тоже останутся далеко позади, где фантазии переливаются с мечтой, но все становится иллюзией, когда приходит время. Проходит жизнь, течет как река, пусть не гаснет звезда до достижения заветной мечты. Проходит жизнь, в мире все суета, пусть не погаснет звезда до достижения заветной мечты. Когда твоя душа затуманена, когда разум твой спит, когда ты остаешься в одиночестве, кто услышит твою душу? Юность твоя однажды все же превратится в мираж. В конце концов, как не обманывайся, твоя судьба в руках Бога. Проходит жизнь, течет как река. Нужно звезду не гасить до достижения заветной мечты. Проходит жизнь, в мире все суета. Пусть не погаснет звезда до достижения заветной мечты. Очень мне понравился этот перевод, Жанна, большое тебе спасибо. Эта песня, правда, лично меня заставляет задуматься о смысле жизни, заставляет задуматься о том, кто мы и для чего мы на этой планете, на этой земле. И очень часто мы забываем об этом, и мы начинаем жизнь свою тратить понапрасну. Мы начинаем гнаться за какими-то земными благами, мы начинаем гнаться за золотым тельцом, но с собой все это богатство мы не унесем. С собой мы унесем только духовное богатство. Лишь тот опыт, который мы с вами сможем накопить за эту жизнь. А эта жизнь ведь очень коротка. По меркам Вселенной, по меркам нашей бесконечной жизни, бесконечной нашей души,
что жизнь физическая, одно воплощение, это, как я говорю, один вдох и выдох для Вселенной. Наша жизнь очень коротка, и на самом деле, оглядываясь назад, понимаешь, насколько она коротка. И с каждым годом эта жизнь со мной ускоряется и ускоряется. Я думаю, что вы все ловите себя на этой мысли, что жизнь начинает ускоряться. И это естественно, я даже знаю почему. Потому что если вы хотите, чтобы жизнь была длинна, надо жить здесь и сейчас, надо жить настоящим. Надо чувствовать каждый вдох и выдох, который вы делаете в этом мире. Надо созерцать этот мир, растворяться в нем. А мы с вами где живем? Мы с вами живем либо в будущем, а чаще всего мы живем с вами в прошлом, в своих проблемах, в своих обидах, в своих каких-то ситуациях, и совершенно не живем настоящим. Именно поэтому наша жизнь пролетает так мгновенно. Вы наверняка замечали такой парадокс, что когда мы чего-то ждем, взволнованно чего-то ждем, то такое ощущение, как будто стрелка часов замирает. Как будто каждая секунда это целая вечность, а час это что-то какая-то вообще просто пропасть. И мы сидим и ждем, потому что мы здесь в настоящем. И время для нас замирает, и время становится очень длинным. Но стоит нам погрузиться в свои проблемы, стоит нам погрузиться в какие-то воспоминания, или мы живем этими проблемами, суетой вот этой земной, и жизнь начинает пролетать, как горная река, очень быстро и стремительно. Именно поэтому детство у нас всегда дольше проходит, чем зрелый возраст. Потому что в детстве мы наслаждаемся каждым моментом этой жизни. И в этой песне как раз и говорится о том, что детство не вернешь, что судьбу нельзя покорить, судьбу нельзя повернуть вспять. Неизбежно ты должен пройти по этой жизни, ты неизбежно должен понять себя, ты неизбежно должен найти свое предназначение, а песня в том числе и об этом, что мы должны выполнить свою заветную мечту. И наша жизнь, наш огонь не должен угасать до тех пор, пока мы не выполним свою миссию на этой планете. А у каждого она своя, и для каждого она великая. Так же, как для Димаша его великая миссия планетарного масштаба, также для нас, для каждого та миссия, которая возложена на нас, она тоже для нас великая. И если дальше смотреть по тексту, очень много таких прям ключиков он нам дает, что, ребята, надо пробуждаться, надо выходить из этой взгляда, уходить от этого земного взгляда на жизнь, что мы очень приземлились, мы очень сильно начинаем на этот мир смотреть глазами обычного физического человека. И вот эта фраза, что когда твоя душа затуманена, когда разум твой спит, когда ты остаешься в одиночестве, кто услышит душу твою? Речь идет о том, что мы теряем связь с Богом. Мы забываем про свою душу, что она есть. Мы забываем про то, кто есть мы на самом деле. И мы остаемся в одиночестве. Да, вокруг нас люди, вокруг нас близкие, но мы одиноки, потому что мы потеряли эту связь, это родство нашей души с Богом. И Он просто призывает нас проснуться. Ребята, проснитесь. Вы намного больше, чем вы есть. И у каждого из вас есть миссия на этой планете, в этой жизни. Не проживайте ее, не сожгите эту жизнь понапрасну. Ведь с собой мы унесем только опыт, который мы накопили. И с собой мы унесем только те дела, которые мы совершили, те поступки, которые мы совершили. Возвысится наша душа после этой жизни или наоборот упадет. Все зависит от каждого из нас. Вот так, друзья, я понял эту песню. Еще раз большое спасибо Жанне за перевод. Хочу услышать ваше мнение.
Делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какое впечатление на вас произвела эта песня. Ну и жду не дождусь, когда эта песня появится уже в общем доступе, и гораздо большее количество людей смогут ее посмотреть. Всех обнял, всем пока.